Привет всем! В этом видео расскажу про контроллер температуры. Модель называется STC1000. Ссылочку на него оставлю в описании. Здесь они бывают нескольких модификаций. Данная модель у меня идет на 220 вольт. То есть я подключил сюда питание сразу от сети 220 вольт. Такие же есть терморегуляторы, которые питаются от 12 до 72 вольт. Есть отдельно на 12 и есть отдельно на 24. Ссылочки все оставлю в описании, то есть выберите себе, которая моделька вам больше подходит. С обратной стороны здесь клеммнички для подключения. Первые два это для питания, здесь у меня сеть 220 вольт. Дальше подключается датчик температуры. В комплекте идет длина 1 метр провод. Можно удлинить, можно заказать отдельно датчик с более длинным проводом. Если при удлинении появляется какая-то погрешность, то в настройках здесь есть калибровка датчика и можно выставить, откалибровать его, чтобы он показывал точно. От других моделек отличается этот терморегулятор, что здесь есть два отдельных реле. Одно используется для режима охлаждения и второе используется для нагрева. То есть можно использовать либо для нагрева, либо для охлаждения. И можно также одновременно использовать, чтобы задать точную температуру, и использовать и нагрев, и охлаждение для поддержания нужной температуры. На дисплее у нас все время будет показываться текущая температура, которая идет на датчике. Вот сейчас у нас 23,3. Но я его там чуть-чуть трогал, он нагрелся, и температура потихоньку падает. Кнопочки для включения и настройки здесь есть. Кнопка OFF включить и выключить. То есть можно отключать терморегулятор, можно включать. Стрелочка вверх, если нажать, это покажется температура, выставленная на терморегуляторе, настроена 24 градуса Цельсия. Стрелочкой вниз можно посмотреть гистерезис, это разница температур включения и выключения. Сейчас я настроил 1 градус, по умолчанию стоит 0,5. Выставить можно от 0,3 до 10 градусов Цельсия. Разницу температур включения и выключения. Регулировать температуру можно в пределах от минус 50 до 99 градусов Цельсия. То есть можно его использовать для холодильных, для морозильных установок, для водонагревателей, для инкубаторов, для просто обогревателей. В общем, сфер применения много, куда его можно поместить. Справится он с многими задачами, потому что он универсальный. И здесь множество настроек. Также в комплекте у нас идет вот такая крышечка. То есть после того, как мы все подключили, мы можем ей закрыть контакты для безопасности, чтобы туда ничего лишнего не попало. То есть оно защелкивается. Установить его можно куда-нибудь в корпус, в щиток. И у нее здесь вот такая вот красивая лицевая панель. Она останется снаружи, а это все спрячется вовнутрь. Для фиксации здесь есть вот такие вот специальные зажимы. То есть мы куда-то вставили и зажимом сзади зафиксировали, поджали. Здесь можно под разную толщину корпуса зафиксировать вот этот зажим. Для того, чтобы зайти в меню настроек, настроить наш терморегулятор, нам нужно удерживать S несколько секунд. Здесь у нас функции разные, которые можно выставить, всего их 4. Первая F1 это настройка температуры. Чтобы настроить, нужно удерживать кнопку S. И с помощью стрелочек мы можем добавлять, убирать. Например, мы выставим 25 градусов Цельсия температура. Дальше перейдем, настройки сохранятся, к настройке F2. Это у нас гистерезис, разница температур. Зажимаем S и настраиваем, например, 0,5 градусов Цельсия. Выставляется, настройки сохраняются автоматически. Теперь посмотрим F3. F3 у нас это задержка включения охлаждения. Если мы подключаем на cool, на вот эти контакты, компрессор для охлаждения, то здесь есть настройка задержка включения. Чтобы не испортить компрессор и он чтобы часто не включался, можно выставить задержку включения от 1 до 10 минут. По умолчанию с завода здесь стоит 3 минуты. То есть охладитель у нас включается не сразу, а через определенное время. Выставляется это F3. F4 это у нас калибровка датчика. По умолчанию будет стоять 0. Можно откалибровать в плюс и в минус, выставить до плюс-минус 10 градусов Цельсия. По умолчанию у нас стоит 0. Вот и все, в принципе, настройки. Настраивается очень просто. Вот у нас температура 21 градусов Цельсия в комнате, выставленная 25 и включен у нас нагреватель. То есть мы должны нагревать его до 25 градусов Цельсия, тогда у нас реле отключится. Вот мы нагреваем
25 нагрели, реле щелкнулось, нагреватель у нас выключился. Включится реле охлаждения Cool, но оно через время. Значок мигает, то есть там через 1 минуту включится реле охлаждения, если мы будем его использовать. Если не будем использовать, то оставляем его просто, оно будет щелкать, но ничего не включать. Теперь, чтобы заново включился наш нагреватель, у нас гистерезис 0,5 градусов Цельсия. Когда температура упадет ниже 24,5, у нас включится нагреватель и заново начнет нагревать наш датчик. Можно выставить другую температуру, например, 1 градус Цельсия, тогда у нас бы включался терморегулятор при 24 градусов Цельсия. Вот в принципе и все настройки. Терморегулятор в использовании очень прост, в настройках легкий, работает отлично. Ссылочки на него оставил вам в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока.